Кого не волнует вопрос о будущем? Какое оно? Кому не хочется заглянуть в следующее столетие? Читая научно-фантастические книги, знакомясь с расчетами ученых, смелыми инженерными проектами, можно нарисовать себе картины будущего. Так заглянем в будущее, перенесемся лет на 50-60 вперед. Может быть, в канун столетней годовщины Великого Октября такие же школьники, как вы, на уроке географии будут смотреть кинопанораму о недавнем прошлом и настоящем своей страны. Фильм о том, как советские люди переделывают природу для мира и счастья на земле. Вот эти школьники 2017 года в учебном кинозале. Ребята увидели, как протягивались навстречу друг другу пролеты мостов над бездонными горными ущельями. Как очень точно направленные атомные взрывы срезали ненужные холмы и прорывали каналы. Как повернули вспять Обь и Енисей и устремились к Каспийскому морю. Это недавно еще высохшее море теперь принимало новые полноводные реки. А вот плотина через Берингов пролив. По ней, видите, мчатся атомные поезда. Плотина перегородила путь холодному течению из Ледовитого океана, и климат Дальнего Востока улучшился. Потом земная поверхность как бы таяла, и можно было увидеть, что делается в недрах земли. В глубине вулканов подземные лодки, кроты из особо жаропрочной стали прорывали шар. Затем исчезла и Земля. В мировом пространстве почти со скоростью света неслись фотонные ракеты, межзвездные корабли, направляясь к самой близкой и такой далекой планетной системе Альфа Центавра. Когда киносеанс окончился, учитель географии Николай Борисович напомнил, что завтра класс отправляется на экскурсию в подземный город Углеград, расположенный в Заполярье. На следующее утро Игорь проснулся от легкого щелчка по носу. Так будили его стенные часы. В шутку, придуманные его отцом, одним из диспетчеров Центрального института управления погодой. Прищурившись, мальчик увидел, как мягкая пластмассовая рука, только что разбудившая его, втягивается назад в корпус часов. Мамы на кухне не было, но она оставила записку. Задание умной кулинарной машине. «Мой любимый завтрак!» – обрадовался мальчик. Игорь осторожно опустил агрегат и бросил в прорез записку. Выполняя задание, невидимые лучи ощупывали очертания букв на записке. Ковши автоматы отмеривали, что нужно. Специальные ножи быстро резали овощи. Вдруг из кабинета отца донесся звонкий мамин голос. Мама смотрела с экрана телевидеофона. Она стояла на палубе теплохода. Здесь разместился детский сад, в котором находились ее младшие дети. «Завтраком справился?» – спросила мама, улыбаясь. «Ты на Черном море?» – удивился Игорь. «Я в командировке, инспектирую черноморские плавучие детсады». Через полчаса Игорь был уже далеко от столицы. Арктика встретила прибывших неистовой пургой. Москвичей окружили местные работники. Перед экскурсантами открылся люк, и широкая лента эскалатора повезла их вниз. Затем все ехали по улицам Углеграда. В воздухе разносился тонкий аромат липы. Глядя на людей, загорающих на пляже под кварцевым светилом, трудно было поверить, что наверху бушует пурга. А на окраине города огромные стальные комбайны вгрызались в породу. «У нас тут под землей царит вечная весна», — рассказывал он с гордостью. «Но вот капризная погода наверху срывает нам график отправки продукции. А строящаяся летающая станция управления погодой не могла бы справиться с капризами арктической погоды?» — спросил Николай Борисович. Ребята с интересом ждали ответа главного инженера. «Пока действие летающей станции носит временный характер», — ответил Владислав Иванович. «А создать условия для непрерывного потока грузов может только междугороднее метро через всю Арктику. Вот модель новой конструкции. Этот землевик будет работать на новооткрытой мезонной энергии, которая увеличит скорость проходки втрое. А у летающей станции управления погодой будет очень большое будущее. Человек будет в кабинете нажимать кнопки радиоуправления, и машина полетит и усмирит ураган, уничтожит шторм».